Удар по Будапешту. Международный уголовный суд обвиняет Венгрию в нарушении обязательств. Как Орбан будет отвечать за то, что не арестовал Нетаньяху? Граждане страны-члена Евросоюза хотят присоединения к России, но боятся остаться без НАТО. Кто же хочет оказаться под влиянием Москвы? Детали опроса. Главком ВСУ заявляет о наличии сил, которые могут нанести разгром войскам России. При этом армия РФ окружает Покровск, а Илона Маска обвинили в срыве украинского контрнаступления. Как миллиардер решил нарушить планы? Четырехсторонний диалог. Трамп и Эрдоган заговорили о встрече с Путиным и Зеленским. Почему назвали разные сроки и какова позиция Киева и Москвы? Москва потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Во время такого же заседания по Украине. Прекращение огня или срыв переговоров. Что произошло? Британия, Франция и Германия требуют завершения войны в Газе. Заявления Лондона, Парижа и Берлина. Какова реакция мира? В России у экс-мэра изъяли 800 объектов недвижимости на миллиарды рублей, а социологи опубликовали данные опроса о состоянии кошельков обычных граждан. Как много людей не имеет и копейки на черный день. Обсудим результаты. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Орбан пошел против системы, теперь должен отвечать перед судом. В частности, Международный уголовный суд объявил войну неповиновению. Венгрию официально сдали надзорному органу за отказ арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот спокойно побывал в Будапеште в апреле этого года, несмотря на международный ордер на его арест. Кроме того, Нетаньяху был встречен с официальными почестями Орбаном. Коллегия судей Международного уголовного суда считают, что этот шаг подрывает способность МУС привлекать подозреваемых к ответственности. В документе, опубликованном в четверг вечером, коллегия из 3 судей написала, что обязанность сотрудничать была достаточно ясно доведена до Венгрии, а отказ арестовать Нетаньяху серьезно подрывает способность суда выполнять свой мандат. У МУС нет собственной полиции. Он зависит от государств-участников в исполнении ордеров на арест. Напомню, Нетаньяху и бывший министр обороны Израиля Йоав Галлант обвиняются в преступлениях против человечности в связи с войной в Газе. Associated Press уточняют, что надзорный орган суда – это Ассамблея государств-участников, обладает ограниченными возможностями по санкциям в отношении Венгрии. Вопрос о дальнейших шагах будет рассмотрен на ежегодной встрече в декабре. Орбан в апреле заявлял, что не арестовал Нетаньяху, потому что он гость, а гостей не задерживают. Тогда же он назвал Международный уголовный суд политизированным и заявил, что Будапешт выходит из МУС. Жители страны-члена Евросоюза хотят, чтобы их государство стало частью России. Такие настроения в Словакии. Согласно данным социологического опроса агентства Skio, проведенного совместно с порталом «Разговоры с Шиманом», каждый третий словак не исключает, что в будущем Словакия может присоединиться к РФ. При этом каждый 7-й опрошенный прямо поддерживает такую идею. По словам аналитиков, тема вызывает активный отклик в разных демографических группах и отражает не только политические взгляды, но и социальную фрустрацию. При этом выходить из НАТО словаки, судя по всему, не спешат. За нейтралитет высказалось не так много граждан этой страны. Не менее остро восприняли респонденты вопрос военного нейтралитета Словакии. Почти треть, 32,5%, решительно выступила против нейтралитета, если он приведет к снижению уровня жизни. В то же время около 15% готовы поддержать нейтралитет вне зависимости от последствий. Аналитики агентства, которое проводило опрос, уточняют, что в вопросе возможного присоединения Словакии к России военного нейтралитета более негативную позицию занимают мужчины по сравнению с женщинами, жители городов по сравнению с сельскими жителями и люди с высшим образованием по сравнению с теми, у кого только начальное или профессиональное образование, а также те, чьи доходы выше среднего по сравнению с теми, у кого доход ниже национального среднего. С учетом того, что присоединение к России поддерживают студенты и безработные, аналитики считают, что это связано не столько с пророссийскими взглядами, сколько с разочарованием в текущем курсе страны и экономической нестабильностью, резюмируют аналитики. Россия мобилизовала максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для того, чтобы реализовать свои планы в Украине. Об этом заявил главком ВСУ Сырский. Накануне он провел встречу с тем, кто верит в победу Украины, и недавно заявил о том, что у США и ЕС
Остается 1,5 года на подготовку к глобальному конфликту с Россией и Китаем. И речь о верховном главнокомандующем Объединенными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Сырский при этом заявил, что ВСУ имеют возможность нанести удар по силам РФ. Предлагаю послушать. В то же время украинская армия сохраняет конвенциональный потенциал для разгрома наступательных группировок противника. Мы также обсудили план США и НАТО по предоставлению нам систем ПВО, оплаченных Европой, для защиты нашей земли и спасения жизни гражданского населения. При этом войска РФ наступают. Издание «Выборча» пишет, что войска Кремля сжимают кольцо вокруг одного из ключевых городов Донецкой области. Речь о Покровске. И сейчас территория вокруг оказалась в досягаемости российских дронов. Авторы материала уточняют, что россияне стремятся окружить город, чтобы либо вынудить украинцев покинуть его, либо начать прямые бои за Покровск. Если россиянам удастся захватить Покровск, перед ними откроются новые возможности. Победа освободит значительные силы, которые до сих пор были сосредоточены на этом участке. Потенциально российская армия может угрожать соседней Днепропетровской области. Уже некоторое время российские подразделения пытаются пересекать границы между областями, но это имеет скорее пропагандистский характер. После захвата Покровска эта угроза станет. При этом еще одной обсуждаемой темой является предательство Илона Маска, его ход, который ударил по Украине. Журналисты Рейтер провели расследование и заявляют, что миллиардер частично сорвал контрнаступление Украины в 2022 году, приказав отключить Starlink в Херсонской области. Хотя сам Маск ранее заявлял, что такого никогда не делал и не сделал бы. По приказу Маска украинские войска внезапно столкнулись с отключением связи, сообщил украинский военный чиновник, советник вооруженных сил и 2 других, столкнувшихся с отказом Starlink на передовой. Солдаты запаниковали, дроны, наблюдавшие за российскими силами, перестали работать, а артиллерийские подразделения дальнего действия, зависящие от Starlink для наведения огня, испытывали трудности с поражением целей. Зеленский при этом планирует обратиться за другой помощью к европейским союзникам. Она не касается интернета, речь о средствах для повышения зарплат военным. Bloomberg пишет, что украинское правительство хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая значительные выплаты тем, кто подписывает военные контракты. Увеличение выплат солдатам усилит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП из-за огромных военных расходов. Раздираемая войной страна зависит от десятков миллиардов долларов помощи от своих иностранных союзников, которые до сих пор отвергали идею прямого покрытия военных расходов. Встреча Путина, Зеленского, Трампа и Эрдогана может быть не за горами. Накануне представители Украины, России, США и Турции заговорили об этом одновременно. Зеленский уверяет, что инициатива обсуждения встречи на высшем уровне теперь исходит и от российской стороны. Нам нужно окончание войны, которая, вероятно, начинается со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна повестка дня такой встречи на уровне лидеров. Мы всегда публично поднимаем этот вопрос. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении какого-то формата встречи. Эрдоган заявляет при этом, что обзвонит всех и постарается организовать встречу 4. Местом встречи может также стать Стамбул. Украинская делегация встречалась с нами в Анкаре перед тем, как отправиться в Чайраган. Я их принял, провел с ними встречи. Конечно, я также говорил с господином Владимиром Путиным и попросил его поддержки в этих встречах. И в ближайшем будущем, возможно, на этой неделе, проведя снова звонки с господином Путиным и также с господином Трампом, мы будем стремиться выяснить, сможем ли мы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле. Трамп вообще считает, что встреча Путина и Зеленского должна была состояться еще несколько месяцев назад, но в будущем эта встреча обязательно состоится. Кроме того, уверяет, что не отказался от своей идеи введения санкций против России. В Кремле же заявили, что встреча имеет смысл на финишной прямой. До этого достаточно переговоров на уровне делегаций. Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в регулировании и зафиксировать те модальности и те договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли.
Несмотря на эти публичные заявления, Киев и Москва продолжают обвинять друг друга в срыве определенных договоренностей. Претензии прозвучали на срочном заседании Совбеза ООН. Украина обратилась к России и призвала прийти к полному прекращению огня. Киев готов к дипломатическому диалогу в любом формате и поддерживает инициативу саммита лидеров до конца августа. Кроме того, Украина обвинила Россию в демонстративном отказе от дипломатии и игнорировании международных призывов к миру. Киев призвал усилить давление на Москву и ее союзников. В то же время Россия запросила заседание Совбеза ООН 31 июля, чтобы обсудить препятствия для переговоров с Украиной. В частности, Москва считает, что Запад препятствует дипломатическому решению, продолжая подпитывать войну военной поддержкой Киева и игнорируя внутренние нарушения в Украине. Друзья, вы часто с двух сторон в комментариях осуждаете возможную встречу Зеленского и Путина. Кто-то требует капитуляции России, кто-то капитуляции Украины. И все же, встреча четырех – Эрдогана, Трампа, Зеленского и Путина. Как вам такой состав и, как считаете, чего бы могли добиться? Достаточно ли этой четверки? Напишите свое мнение в комментариях. Если не затруднит, как всегда, оставьте свой лайк и подпишитесь на канал. Для меня это очень важно. После ударов по ядерным объектам Иран и Европа сели за стол переговоров. Впервые после 12-дневной войны Иран провел срочные переговоры с Британией, Францией и Германией. Встреча прошла в Стамбуле через 2 дня после того, как в Стамбуле встретились делегации РФ и Украины. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал диалог содержательным и пообещал продолжение консультаций. Но на кону высокообогащенный уран, санкции и шанс на разрядку. Европа предлагает Ирану отсрочку по дедлайну, который запускает автоматическое возвращение санкций и ставит условия. Тегеран должен пойти на сотрудничество с МАГАТЭ, вернуться к переговорам с США и выяснить, где делись 400 килограммов высокообогащенного урана, близкого к оружейному уровню. Время на исходе. Если компромисс не будет найден до середины сентября, в октябре ЕС запустит механизм «Снэпбэк», и санкции по нефти, банкам и оборонке обрушатся на Тегеран снова. Европа стучит кулаком по столу. Опять же, Евротройка, Британия, Франция и Германия требуют немедленно остановить войну в Газе. Лидеры 3 крупнейших европейских стран опубликовали совместное заявление. Войне в Газе пора положить конец. Немедленно. Они потребовали прекращения огня, безоговорочного освобождения заложников, удерживаемых Хамас с октября 2023 года, и разоружения группировки, которой, по их словам, не место в будущем Газа. Европейцы жестко раскритиковали Израиль. Блокировка гуманитарной помощи недопустима, люди в Газе голодают и умирают, и Израиль обязан соблюдать нормы международного гуманитарного права, говорится в опубликованном обращении Лондона, Парижа и Берлина. Евротройка готова подключить ООН и других партнеров для запуска конкретного плана по будущему Газы с переходным управлением, выводом израильских войск и устранением Хамас с политической арены. В заявлении также звучит четкое «нет» аннексии палестинских территорий. Мы решительно выступаем против всех попыток распространения израильского суверенитета на оккупированные палестинские территории. Угрозы аннексии, строительство поселений и насилие со стороны поселенцев в отношении палестинцев подрывают перспективы достижения согласованного решения о 2 государствах. Напомню, накануне Макрон заявил о готовности признать Палестину как государство, что вызвало резкий раскол в международном сообществе. США осудили инициативу, назвав ее поощрением пропаганды Хамас и угрозой мирному процессу. А посол США в Израиле саркастически предложил разместить палестинское государство на Лазурном берегу Франции. Израиль также резко отреагировал. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это награда за террор и угроза безопасности Израиля. Трамп вообще обесценил слова Макрона. Предлагаю послушать. Это контрпродуктивно для Франции – заявлять о признании палестинского государства. Макрон сказал об этом вчера. Слушайте, он человек своеобразный. В целом, он нормальный, командный игрок. Но вот хорошие новости. То, что он говорит, не имеет значения. Это ничего не изменит. Ну да, он сделал заявление. Франция. Макрон. Его заявление не имеет веса. Он хороший парень. Я к нему хорошо отношусь. Но это заявление ничего не значит. В то же время арабские страны, включая Саудовскую Аравию, приветствовали решение, назвав его историческим шагом к поддержке права палестинцев на самоопределение. В Европе реакция была смешанной.
Коррупционера обобрали до нитки. В России заявляют, что у экс-мэра Владивостока в пользу государства забрали империю элитной недвижимости. Недвижимости на 7,5 миллиардов и 590 миллионов рублей сверху. Суд нанес сокрушительный удар по бывшему мэру Владимиру Николаеву и его влиятельной родне. Изъяты 821 объект недвижимости, включая элитные отели, санатории и земли, а также взыскано более полумиллиарда рублей. Согласно официальной версии, все это за махинации, коррупцию и бизнес на стороне в годы, когда он должен был служить городу, то есть в годы, когда занимал пост мэра. Под раздачу попала и сестра Николаева, действующий депутат Госдумы от «Единой России» Виктория Николаева, которая, к слову, входит в комитет по безопасности и противодействию коррупции, а также их мать, 83-летняя. Кто такой Николаев, спросите вы? Он был не только мэром, в свое время побывал за решеткой, а также возглавлял ОПГ в Винни-Пухе. В 1999 году он получил 3,5 года за угрозу убийством, но вышел по амнистии. В 2007 получил условный срок за злоупотребление полномочиями. В целях недопущения извлечения ответчиками прибыли от эксплуатации недвижимости, полученной коррупционным путем, суд по заявлению прокурора обратил вынесенное решение в части обращения в доход Российской Федерации объектов недвижимости к немедленному исполнению. Кому суп жидкий, кому жемчуг мелкий. Каждая копейка на счету у жителей Узбекистана. Более трети граждан страны живут без финансовой подушки. Центробанк Узбекистана провел масштабный опрос, чтобы понять, какие заначки есть у людей на черный день. Результаты оказались тревожными. Более 34% опрошенных признались, что вообще не имеют никаких сбережений. Среди тех, кто все же откладывает, 23% хранят деньги под подушкой, в наличных, столько же держат средства на банковских картах. Только каждый пятый респондент имеет вклад в банке. Интересно, что 37% знают о депозитах, но ими не пользуются. 10% вообще не понимают, как они работают. И еще 4% затрудняются открыть депозитный счет. В исследовании участвовали более 14 тысяч человек по всей стране. В опросе приняли участие госслужащие, таких было более 50%. 19% это представители частного сектора и 17% это работники бюджетной сферы. Друзья, какая ситуация у вас? Удается ли сэкономить на тот самый черный день? Или у вас другая философия и надо жить здесь и сейчас, и чем больше тратишь, тем больше денег появляется? Напишите свой ответ в комментариях, пожалуйста. Ну и, друзья, пусть у каждого из вас всегда будет в кошельке. Будьте здоровы и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.